Как найти работу в Канаде в 2025 году? Я вам расскажу, как это сделать, когда у вас нет ни навыков, ни документов, как найти работу, когда у вас есть документы и нет навыков, и как найти, когда у вас есть и документы, и навыки. Поиск работы для разных типов людей очень сильно отличается. Например, если вы только приехали в Канаду, у вас еще нет документов и у вас еще нет каких-то навыков, скорее всего, вы будете искать любую работу на первое время, чтобы начать зарабатывать деньги как можно быстрее, желательно в тот же день, и, возможно, даже, чтобы вам платили наличными, так как у вас еще нет разрешения на работу или документов. В таком случае вам доступно 3 способа. Первый способ – это пройтись по улицам, где бы вы хотели работать, или просто по всем, и смотреть по сторонам, смотреть на все магазины, смотреть на рестораны и выглядывать таблички «Help Wanted», то есть требуются сотрудники. Я лично так и сделал, когда я искал работу в Канаде, я прошелся по улицам, смотрел на магазины, и в первом же магазине увидел табличку «Help Wanted». Я зашел и устроился на работу. То есть в мой опыт я устроился на работу в тот же день и вышел на работу в тот же день, потому что я использовал вот этот метод: пройтись по дороге, по улицам, уличками маленькими и просто зайти в каждый магазин и спросить, может, вам нужны работники. Мало кто об этом говорит, я нигде не слышал об этом, когда я смотрел видео, которые уже есть на рынке, но это самый главный способ. В моем окружении несколько людей так и сделали и нашли работу в тот же день, поэтому точно не забывайте про этот способ. В моем варианте это была пятница, я нашел работу в пятницу, в тот же день мне сказали «работай». Потом на следующий день в субботу у меня была еще одна смена, и в тот же день мне заплатили, потому что в этом магазине, куда я устроился, выдавали зарплату по субботам. Получается, я на второй же день, когда я начал искать работу, получил свою первую зарплату. И вы также можете сделать, потому что у меня есть знакомые, которые тоже так же сделали. Второе – это зайти на сайт Тарантовка, или если вы в Ванкувере, на Ванкуверок, или на любой другой, который соответствует тому штату, в котором вы живете. Каждый штат имеет вот такой вот сайт объявлений для русскоговорящих людей. На этом сайте очень много объявлений по тому, что требуются работники. Даже сегодня я зашел специально для этого видео и посмотрел десятки, сотни объявлений, что требуются сотрудники на разные позиции. Я находил на этом сайте несколько работ в первые года жизни в Канаде, и много моих знакомых также там находили работы, поэтому если вам нужна работа вот такая вот прямо сейчас, точно зайдите на этот сайт, 100% вы найдете что-то подходящее. Третье – это группы в Фейсбуке. Они работают по типу того же сайта Тарантовка. Очень часто люди постят даже, что им нужны работники, а еще чаще люди постят, что они ищут работу. Они сразу же указывают, кто он, что он умеет и так дальше, и им там же под этим постом в комментариях работодатели иногда пишут: «О, а я как раз ищу такого человека, вот мой номер, звони». Или кто-то, кто не равнодушный, напишет: «Да, я знаю, что вот такой вот человек ищет работу, вот его страница или вот его номер, звони, договаривайся». И прям очень часто, я подписан на много таких групп, и каждый день я вижу объявления по типу кто-то ищет или кто-то требуется, и очень часто я вижу комментарии, где люди помогают друг другу. Поэтому, если вы попробуете, я думаю, что вы тоже можете найти там работу. Теперь, а что если у вас уже есть документы, есть разрешение на работу, и вы также хотите найти работу неквалифицированную? В таком случае вам, конечно же, доступны первые 3 options, но также у вас есть еще один вариант, это найти работу в магазине или в ресторане, или в кафе быстрого питания, которые принимают только людей с документами. Например, Yummy Market, например, Freshco, например, Superstore, например, Subway, Starbucks, Tim Hortons. Все эти заведения почти всегда набирают людей. Там очень большая текучка, и каждый раз я вижу, что им нужны люди. Они не принимают никого, у кого нет еще разрешения на работу, поэтому вам нужно быть легально здесь, чтобы устроиться туда, но зато туда также очень легко устроиться, они также платят мало, но вы можете зайти туда, начать работать в тот же день и в конце недели сразу же получить зарплату. Следующий вариант – это вы также можете пойти на доставку, любую доставку. Это сюда входит и Uber Eats, Keep the Dishes, DoorDash, а также просто локальные доставки ресторанов и магазинов. Чтобы пойти туда работать, вам нужны документы, вам нужно разрешение на работу. Если вы идете на доставку на далекие расстояния, например, Uber Eats, вам нужна еще и машина, но зато вы также можете пойти, устроиться и в тот же день получить деньги. Я вам расскажу про мой опыт. Я специально зарегистрировался на Uber, чтобы попробовать, как это работает. Я оплайнился, в тот же день меня одобрили, и в тот же день я ездил
отвозил еду людям и заработал уже свои первые деньги. Поэтому, если вам нужна работа, чтобы получить деньги в тот же день или очень быстро, то вам тоже этот вариант подходит, и вы можете пойти туда. А как найти работу, если у вас уже есть документы, есть разрешение на работу и есть навыки, например, вы программист, сантехник, электрик, нотариус, адвокат? Тут уже все намного сложнее, потому что есть несколько вещей, которые вы обязаны иметь для того, чтобы даже начать искать эту работу. Первое, это вам обязательно нужно иметь какую-то лицензию или сертификат. Что я имею в виду? Например, вы не можете устроиться электриком, если вы не получили лицензию на то, что вы можете работать электриком в этом штате. И это же касается всех остальных профессий, например, адвокат, нотариус и так далее. Это не касается программиста, поэтому программистам это не относится. Но ко всем остальным, почти ко всем остальным это относится, поэтому проверьте точно, посмотрите в гугле, конкретно ваша профессия, она require какой-то сертификат или нет. И если да, сразу же начните заниматься тем, чтобы получить его. Иногда это очень дорого и долго, но вам это обязательно нужно. Вы не найдете официально, легально работу одной из этих профессий, если она требует сертификата, а у вас его нет. Второе, это вам обязательно нужно знать английский или французский язык. Если вы в Торонто, то это английский, если вы в Квебеке, то это французский, но в целом без языка очень трудно, почти невозможно найти квалифицированную работу. Сразу же начинайте его учить, если вы знаете, отлично, если нет, учите, даже не рассматривайте других вариантов, учите. Третье, это вам нужно сделать резюме и cover letter. Причем резюме должно быть очень хорошее. Посмотрите очень много видео, все правила, как нужно сделать резюме в Канаде, правильно сделать резюме в Канаде. И также вам нужно сделать cover letter. Причем cover letter нужно сделать template, который вы будете использовать на все компании, меняя только информацию компании и какие-то детали, чтобы, конечно же, cover letter соответствовало позиции, на которую вы подаетесь. Почему это нужно сделать? Даже если вы подаетесь на работу, которая не require cover letter, то есть они говорят, резюме обязательно, cover letter не обязательно, вы должны act так, как будто бы всегда cover letter обязательно. Никогда нельзя подаваться без cover letter. Работодатели очень любят людей, которые отправляют cover letter, даже когда оно не обязательно. Они сразу понимают, что такие люди, они ответственнее, они педантичнее и так дальше. Поэтому всегда отправляйте cover letter. Четвертое. Вам нужно начать рассылать резюме по компаниям. Теперь, какую ошибку люди совершают чаще всего? Они отправляют в 5, 10, 20 компаний резюме и потом сидят и ждут, пока им ответят. Это неправильно. Вам нужно отправлять сотни, почти тысячи резюме и cover letters, и только тогда вы добьетесь какого-то результата. Я вам расскажу про свой опыт. Я, когда искал работу программистом, я подался в 170 разных компаний. У меня был Excel, в который я записывал все компании, куда я подал резюме, чтобы не отправлять дважды. Мне ответили со всех этих 170 компаний около 10 или даже меньше. А сейчас у нас в Канаде намного труднее найти работу, чем несколько лет назад, поэтому вам нужно рассчитывать, что вы будете подавать сотни резюме, и только тогда вы сможете получить какой-то фидбэк. Как лучше всего это делать? Лучше всего это подавать каждый день по 20 или 10 резюме стабильно на протяжении месяца. Таким образом, за месяц вы уже подадитесь на 600 позиций. Важно помнить, что пока вы рассылаете резюме и пока вы ждете ответа от потенциальных работодателей, вы не должны сидеть дома и жаловаться на жизнь. Вы можете пойти на работу, найти неквалифицированную работу, тот же Uber или работу в магазине, и работать параллельно с тем, как вы подаетесь на разные позиции. И когда вас примут на позицию квалифицированную, тогда вы можете уволиться. То есть вам не нужно сидеть дома и проедать запасы. Вам нужно пойти хоть на какую-то работу, работать и зарабатывать деньги, чтобы хотя бы выходить в ноль и не тратить свой emergency fund. А если у вас нет emergency fund, то, конечно же, вам нужно сделать все, что вы можете, чтобы как можно быстрее его накопить. Больше информации про emergency fund и про то, почему нельзя использовать кредитку как emergency fund, можете посмотреть в моем предыдущем видео. Спасибо за просмотр.